показываю свою сделку. Вот точка входа на покупку. Вот вход. Вот выход из этой сделки. И вот еще один выход. Получается, здесь я сумел взять довольно неплохой памп. Это в движении около 2000 с половиной. То есть 2000 с половиной я здесь заработал. Понятное дело, что я заработал больше, потому что входил не одним лотом. О том, сколько я вообще зарабатываю на трейдинге, можете посмотреть в моем отчете. Ссылку я оставлю в подсказках. Уверен, что вы бы хотели брать точно такие же сделки. И на самом деле логика этой сделки очень простая. И сейчас мы в режиме симуляции будем торговать тот же самый участок. И вы, по сути дела, как будто бы проведете целый день со мной. Очень неплохой формат, давайте пробовать. Я здесь в целом накидал немного суть торговли на бирже, то есть трейдинга на бирже. Это относится не только к этой сделке, это относится вообще в целом к торговле как таковой. Во-первых, мы всегда будем использовать только в 2 временных интервала. Можно 3 временных интервала, но лучше, конечно, все-таки 2, чтобы вам не путаться. Мы используем высокий временной интервал для определения направления. То есть в нашем случае будет использоваться часовик. То есть на часовике мы смотрим общую тенденцию, куда направлен рынок, куда он может расторговаться и так далее. И используем небольшой временной интервал, в нашем случае 15 минут. Это нужно для того, чтобы определить конкретную точку входа. То есть место, где в нашем случае, например, если часовик торгуется наверх, на 15 минутах нам нужно будет найти место, где у нас были какие-то продавцы и инициативу перехватили покупатели. То есть вот в чем суть. Если вы будете использовать другие временные интервалы, то, пожалуйста, используйте коэффициент 4, ну либо 3. Грубо говоря, торгуете 5-минутку, высокий временной интервал у вас будет, ну где-то М30 час, да? Если торгуете, например, часовик, то высокий временной интервал для вас будет 4 часа. Ну, то есть умножаем на 4 и так далее, и так далее. Но выше дневки не поднимайтесь, пожалуйста. Недельки лучше не смотреть, дневок более чем достаточно. И вообще вот этот коэффициент 4 это просто для вашего удобства. Я его говорю просто для того, чтобы, ну, хотя бы на что-то вы могли ориентироваться, потому что очень часто я видел примеры, когда студент наш торгует, берет высокий таймфрейм дневку и небольшой такой таймфрейм минутку, например, там, или 3-минутку. Так делать нельзя, это слишком большое расстояние. Далее, определившись с таймфреймами, на большом таймфрейме мы рисуем уровни поддержки и сопротивления, которые уже потом будем отторговывать на маленьком таймфрейме. Далее, мы ждем движения рынка, замедления либо ускорения при подходе к уровням поддержки и сопротивления. То есть мы не входим отложками, не входим лимитными ордерами, мы ждем, что будет рынок рисовать на поддержке сопротивления. Ну и после того, как мы дождали все-таки рынок, он оттуда дошел, мы тогда уже смотрим на небольшой временной интервал и ищем триггер, то есть ищем свечную какую-нибудь разворотную модель, которая бы нам сказала, что у нас инициативу перехватили, ну в нашем случае, если для примера, например, на покупку, покупатели. Ну и разумеется ставим стоп и тейк. А во всем этом сейчас будем уже смотреть непосредственно на практике. Итак, открываем часовик и оцениваем общую ситуацию. Тренд был направлен вниз, и мы видим, что каждый последующий минимум и максимум у нас становился ниже предыдущего. Но, за исключением последнего момента. Сейчас мы пробили последний максимум и откатили к нему с обратной стороны. Вот откат. Более того, у нас каждый последующий максимум стал повышаться. Максимум, максимум, минимум, минимум. Что говорит о том, что рынок у нас поменял тенденцию. То есть у нас были нисходящие движения, теперь у нас есть вероятность движения наверх. Также мы выделяем здесь поддержку и сопротивление. О том, как правильно строить поддержку и сопротивление, уровни вообще в целом, есть у меня видео на канале. Я оставлю ссылку в подсказках. Обязательно посмотрите, потому что это, ну, как бы основа основ, и если вы ее плохо будете делать, не понимать ее, то, ну, вам туговато будет, конечно. Поэтому обязательно посмотрите, все бесплатно на YouTube здесь находится. Построили здесь область сопротивления, которая превратилась сейчас в поддержку. Далее, отмечаем место, докуда может дойти рынок. У нас здесь этот уровень находится вот здесь, на области 23 357. Это область вот этой медвежьей волны. Поэтому если мы сейчас пойдем наверх, например, и все-таки у продавцы здесь будут очень мощные, а мы никогда заранее не можем предсказать о полноценном изменении тренда, мы сейчас видим, что предпосылки на разворот есть.
Но мы в то же самое время видим, что у нас трендовое движение, все-таки оно здесь достаточно мощное, у нас большие медвежьи волны, и понятное дело, что вот эти вот небольшие потуги, грубо говоря, которые произошли, они могут привести к изменениям, могут привести к развороту, но не факт. Поэтому нам и нужно выделять такие места, контрольные точки, где мы будем смотреть. Пойдем дальше? Окей, пробили 100%, значит здесь у нас сильные покупатели. Не пройдем, значит с большой вероятностью рынок все-таки уйдет в коррекцию и так далее. Хорошо. Здесь можно поставить еще один уровень. Вот этот уровень. Это область, которая раньше была поддержкой, сейчас это область сопротивления. Отмечаем этот уровень каким-нибудь другим цветом, чтобы нам в этом не запутаться. Теперь обозначим сценарии, которые мы здесь можем иметь. Сценарий первый. Мы уже, поскольку пробили область поддержки, где-то здесь рынок находит точку опоры. И дальше у нас начинается какое-то движение, да, что-то в этом духе. Это первый сценарий. Сценарий второй. В случае, если здесь все-таки окажутся мощные продавцы, мы будем иметь движение вниз, примерно до середины, с последующим ретестом в обратную сторону. Вот два сценария. И посему мы можем искать точку входа как на продажу, так и на покупку. Но сейчас у нас в приоритете покупка, пока не было пробоя этой области. В чем суть нашей торговли? Давайте я кратко вам напомню. У нас есть рыночное движение. И у нас происходит такая ситуация, когда мы пробили последнюю область сопротивления. Рынок откатил с обратной стороны. Поскольку до этого рынок падал, рынок перенасыщен продавцами. Огромное количество продавцов находится в рынке, и по этой причине, в случае, если рынок пойдет против них, то есть начнет вырастать, они начнут массово выходить из своей позиции. Выход из продажи – это покупка, вследствие чего произойдет движение наверх. Чтобы произошел первоначальный импульс, откуда-то в рынке должны появиться покупатели. Или это может быть один какой-то покупатель с большой позиции. Скажем так, в рынках должны появиться капиталы на покупку в нашем конкретном случае. Как мы можем это заметить? Ну, во-первых, мы это замечаем по передвижению минимумов и максимумов. Для нас это означает, что покупатели были готовы покупать по высоким ценам. На это значит есть какие-то основания. Возможно, вышли новости позитивные. Или, возможно, покупатели оценивают рынок сейчас недооцененным и, следовательно, заходят в покупку. Возможно, какие-то технические моменты, то есть ситуаций очень много может быть. Также может быть и крупный капитал. Опять-таки, все будет зависеть от ситуации. Хорошо, что нам дальше нужно увидеть? Это первый момент. Мы увидели, что у нас передвигаются минимумы и максимумы. При последующем ретесте, в нашем случае сопротивления, которое стало поддержкой, вот здесь мы должны увидеть мощных покупателей. Как мы можем это увидеть? Для этого нам нужно перейти на небольшой временной интервал. Допустим, это у нас часовик. А мы с вами перейдем уже на 15 минут. И на 15 минутах что мы должны увидеть? Мы должны увидеть, что здесь есть покупатели. Как мы это можем увидеть? Очень просто. Поскольку рынок у нас двигается вниз, у нас продавцы достаточно мощные, поэтому цена у нас двигается вниз. И нам нужно увидеть, что когда рынок подходит к области поддержки, инициативу перехватили покупатели. Как мы можем это увидеть? Мы можем это увидеть по снижению размеров свечей. То есть, грубо говоря, у нас есть большая заявка на покупку или большие заявки на покупку. Опять-таки, все зависит от ситуации и сути это не меняет. У нас есть здесь заявки на покупку. Поскольку цена не может поглотить эти заявки на покупку, все это происходит в области поддержки в нашем случае, свечи становятся маленькими. Не устану приводить пример про шар, который вы кидаете. Вот представьте себе стену, это заявки в нашем случае на покупку. И представьте себе мяч, который вы кидаете. Рынок точно так же, он прыгает, грубо говоря. Вот когда вы кидаете мяч, когда он ударяется об стену, он сжимается, и после этого он отпрыгивает. Здесь то же самое. То есть, когда цена идет вниз, она сжимается из-за того, что поглощается в данном случае все предложение. То есть, поглощаются все желающие продать. Если в рынке недостаточно продавцов, а слишком много покупателей, например, опять-таки, хорошие новости вышли, например, или покупатели понимают, что сейчас недооценивают, мы здесь можем ожидать последующего снижения свечей и с последующим разворотом. Главное, чтобы здесь
потом был бычий импульс. Зачем здесь нам искать бычий импульс? Дело в том, что когда мы ищем движение, когда мы находим снижение размеров свечей, нам нужно увидеть, что покупатели перехватили инициативу. Бычий импульс как раз таки и указывает на покупателей, которые зашли в позицию. Опять-таки аналогия приходит в голову с шаром, с мячом. Происходит, так сказать, обратное движение. Теперь уже эти продавцы, которые ранее заходили в продажу, они теперь засажены. Трейдеры называют это, что они засажены в позициях. Что это означает? Это означает, что когда движение идет против них, они находятся в убытках. Чтобы им покрыть эти убытки, им нужно купить, вследствие чего у нас цена начинает дальше и вырастать. Я с коллегами раньше очень долгое время спорил, что вот первоначальный импульс делает крупный капитал, там крупный игрок и так далее, либо какой-то там маркетмейкер или, возможно, это толпа. Сути нет никакой. Вот сконцентрируйтесь просто на том, как это должно выглядеть. А выглядит это именно подобным образом, как я вам сейчас нарисовал. То есть у нас есть движение, есть снижение волатильности и с последующим импульсом. Какие еще здесь могут быть формации? То есть может быть вот эта формация. Может быть другая формация. Формация, например, может быть вот такая. У нас одна свечка, например, такая медвежья, а потом происходит бычья свеча огромная, которая как бы поглощает предыдущую. У нас также может быть вот такая ситуация. Например, у нас есть движение просто с хвостиками. В принципе, тут это я и нарисовал. У нас может быть резкое движение вниз. Здесь появление небольшой свечки с последующим движением наверх. Причем эта свеча, она как бы поглощает предыдущую. Также здесь может быть то же самое, но с появлением хвостика, например. Формации все об одном и том же, то есть опять-таки представляйте шар, который вы кидаете, который отпрыгивает. Вот то же самое. Пожалуйста, если вы начинающий, и если вы еще не торговали, не понимаете то, о чем я говорю, вот сконцентрируйтесь только на этих моделях. Я вас попрошу, пожалуйста, на смартфон сфотографируйте вот эти модели, либо сделайте скриншот. И ориентируйтесь, пожалуйста, только на них, хорошо? Есть огромная куча других формаций, их на самом деле много, может быть даже просто появление вот такой одной свечки, с последующим импульсным движением наверх, да? Я ее называю молот, или может быть пин-бар кто-то назовет и так далее. Формаций может быть много. Но пока вы начинающий, давайте мы будем с вами ориентироваться плюс-минус на вот эти формации, хорошо? Окей? Когда у вас будет опыт, тогда у вас появятся и другие формации, и третьи. Но чтобы меньше было ошибок, давайте вот пока что только для вас вот есть только вот это и больше другого ничего нет. Хорошо? Договорились? И еще раз попрошу, чтобы вы это все сфотографировали, либо сделали скриншот. Иначе потом 100% забудете. Я вам обозначил, что теперь нам нужно делать. Теперь мы с вами открываем 15 минут. Открываем 15 минут. Я здесь приблизил график, чтобы вам больше было видно. Но когда вы будете сами торговать, постарайтесь открывать как можно больше историй, чтобы смотреть общую картину. Но чтобы вам было побольше видно сейчас, я вот чуть-чуть поближе буду приближать. Если мы обратим внимание, мы уже имели подобную формацию. Вот эта свечка. Я ее называю молот. Дело не в свечке. Одна свечка не может остановить рынок. Уловите контекст, что у нас вот есть такой контекст, у нас есть рынок, да, у нас есть пробой уровня, откат с обратной стороны. И вот этот перехват инициативы. Еще раз появляется другая уже формация. То есть движение вниз, появляются небольшие свечки с последующим импульсным движением наверх. По сути дела, появляется то же, что появлялось вот здесь, но в небольшом масштабе и чуть-чуть подальше уровня. Здесь важно сделать небольшое замечание. Когда мы ставим области поддержки сопротивления, мы ставим именно, предполагаем наличие областей. То есть здесь нет какой-то четкой такой линии, от которой мы можем как-то, грубо говоря, торговать. Всегда мы подразумеваем какую-то область. Поэтому абсолютно нормально, когда рынок не доходит до вашей области поддержки сопротивления, до вашего уровня, в нашем случае начинает разворачиваться. Это абсолютно нормально. Посмотрите еще раз видео, как строить правильно уровни, будете понимать эту логику. И обязательно посмотрите, я вас очень прошу, все бесплатно находится, обязательно посмотрите, иначе вы ни хрена не поймете, вы не заработаете ни копейки, если вы этого не поймете. Обязательно посмотрите, не поленитесь, найдите время, пусть там посидите, там пивко, грубо говоря, попьете, посмотрите и будете лучше разбираться в этом вопросе. Потому что это основная тема, без нее, в принципе, трейдинга нет, то есть вы не заработаете ничего. Хорошо, здесь мы можем полноценно заходить в позицию. Здесь я как раз таки и заходил в позицию. Стоп-приказ. Где его поставить? Стоп-приказ мы выставляем
за эту модель плюс небольшой запас. Что за плюс небольшой запас? Дело в том, что в рынке есть иногда появляются такие миллионеры. Предположим, если в рынок появится сейчас какой-нибудь миллионер, который захочет резко продать позицию, мы будем иметь вот такую вот шпильку. И вот эта сопля, вполне вероятно, что она нас просто выбьет по стоп-приказу. Поэтому мы делаем небольшой запас. Запас на волатильность. То есть вот наша точка входа, стоп-приказ нам нужно поставить вот здесь. И теперь от этого места мы должны отчитать вот в среднем, какие у нас свечи двигаются. Ну вот примерно вот такое расстояние у нас каждая свечка двигается. Примерно плюс-минус вот такое расстояние. Вот это расстояние мы как раз таки откладываем и здесь выставляем стоп-приказ. По части выставления стоп-приказов тоже у меня есть отдельный вебинар на канале. Тоже обязательно его посмотрите. Не поленитесь, потому что стопы это вторая важная тема в трейдинге. Не понимаете, как строить стопы, как это делать правильно, будете получать их бесконечно, потом скажете, а нафиг мне вообще эти стопы нужны, потому что они постоянно исполняются, в итоге перестаете ставить стопы и сливаетесь. Классика жанра. Сколько-то уже таких случаев знаю, мама дорогая, поэтому обязательно посмотрите, чтобы понимать, где правильно выставлять стопы. Теперь нам необходимо определить take profit. Take profit обычно является ближайший уровень, а желательно покрупнее, конечно. Наш ближайший уровень находится в диапазоне 22 692. Можем выходить вот здесь, но если рынок будет лететь, и мы поймем, что в рынок очень сильно волатильно летит, и мы понимаем, что рынок пробьет этот уровень, тогда мы держим эту позицию и будем ее тогда держать до сюда. Здесь смотрите такой важный момент. А вы, скорее всего, человек рабочий, да, если у вас нет возможности следить за сделками и нет возможности за всем этим наблюдать, поставьте take profit, поставьте стоп-лосс и забудьте про это, то есть идите занимайтесь своими делами. Но если у вас есть возможность следить, если вы удаленно там работаете или просто со смартфона можете следить, тогда поставьте половинку take profit, то есть, грубо говоря, купили вы 2 монеты там или 2 акции, поставьте здесь половину и чуть-чуть дальше тяните до тех пор, пока рынок не поменяется. А если у вас прям совсем лафа и куча свободного времени, тогда не выставляйте take profit, тогда смотрите за рынком. Ищите место, где он будет разворачиваться, но мы к этому подойдем. Поэтому давайте пока что ориентироваться до сюда. И здесь у нас соотношение 1 к 6. Для крипты это более чем нормально, но только тогда, когда она двигается, когда есть движение. Потому что если она не двигается, если находится в боковике, то 1 к 6 вы вряд ли возьмете. Хорошо, мы договорились, что если у вас не было времени, то вы уже вышли из позиции, да? То есть вы уже заработали. Если у вас было время, вы тогда прикрыли часть позиции. Если у вас было время просто следить, а часть удерживаете. А если у вас прям совсем много времени, тогда вы можете следить. Мы дошли к нашей второй цели и ее перелетели. Когда вы сталкиваетесь с этим, когда рынок перелетает цель, старайтесь поискать, где у нас следующая цель, где у нас следующий уровень. Следующий уровень у нас находится вот здесь, на уровне 24 130. Давайте мы с вами перейдем на часовик и на часовике посмотрим, где у нас следующая цель. 24 130. Да, все правильно поставили. Мы с вами перешли на часовик для того, чтобы убедиться, что действительно на часовике здесь есть максимум. Я уже просто по привычке пользуюсь одним таймфреймом, просто уже за эти 15 лет, понятное время, уже научился с одним таймфреймом торговать. Но вы переходите все-таки на высокий таймфрейм и смотрите с высокого таймфрейма, чтобы наблюдать, чтобы понимать, где у нас находится максимум и минимум. Мы видим, что мы дошли до максимума, и сейчас, конечно, может начаться коррекция. Теперь давайте мы немножечко с вами поговорим про капиталы. Хорошо, у нас в рынок зашли покупатели. У нас в рынке есть мощные покупатели, которые зашли в позицию, которые где-то здесь покупали, которые после отката где-то здесь покупали. Но когда у нас происходит движение наверх, причем резкое движение на 2, на 3 тысячи долларов, ну вот как вот здесь вот произошло, что будет дальше происходить? Покупатели, которые заходили вот здесь, вот здесь, вот здесь, начинают фиксировать свои покупки. Фиксация покупок, в свою очередь, приводит к коррекции. У нас происходит коррекция. И здесь важно следить за тем, как коррекция будет себя проявлять. Если мы увидим, что у нас будет происходить коррекция боковая, то есть появится вот здесь вот боковик, это будет говорить о том, что у нас здесь есть мощный покупатель. И рынок не может пойти вниз. То есть происходит своего рода, как цена взлетела, выставляется заявка на покупку, и поэтому цена не может пойти ниже, соответственно, вот этой вот заявки на покупку.
Это означает, что в рынке произошло действительно что-то интересное, что заинтересовало мощных покупателей, которые пришли на рынок, которые поставили и так далее. Следовательно, мы ожидаем дальнейшее движение наверх. В основном это происходит на акциях. На крипте тоже это, кстати, происходит, но на акциях чаще. Трейдеры это называют плоский откат. То есть у нас есть движение и происходит плоский откат. Значит, с огромной вероятностью будет движение наверх. Это первый сценарий. Первый сценарий фиксации, да, то есть кто-то фиксируется, а кто-то здесь наоборот загружает позицию. Второй сценарий, когда мы имеем резкое движение вниз, то есть резкий взлет и такое же резкое движение вниз. И это не очень хорошо на самом деле, поскольку может сложиться такая достаточно опасная ситуация для этого движения. Дело в том, что когда происходит большая коррекция, это означает, что здесь по верхушкам никто не покупает, то есть здесь нет никаких серьезных покупателей, которые заходили. Напротив, у нас рынок двигается в обратную сторону, и все начинают резко фиксировать свои покупки, вследствие чего у нас цена падает еще ниже. Так будет происходить, понятное дело, не постоянно. Рано или поздно рынок нащупает какое-то небольшое локальное донышко, в которое будут заходить новые покупатели. На том основании, что просто цена опустилась, сейчас недорого, нужно покупать. Следовательно, заходят новые покупатели, цена у нас вновь вырастает. И вот здесь опасный момент. В случае, если здесь не будет мощных покупателей, если здесь все-таки будут доминировать продавцы, рынок под своим весом начинает разворачиваться в обратную сторону. И вот здесь уже начинают продавать все. Начинают продавать вот эти покупатели, которые заходили вот здесь. Начинают продавать вот эти покупатели, которые заходили вот здесь. Начинаются лавинные продажи. И вследствие чего мы здесь имеем очень серьезное движение вниз. Вы можете посмотреть любой инструмент, он двигается примерно подобным образом. То есть резкий взлет и такое же резкое падение через вот это вот колено. Далеко не будем ходить, вот один из примеров. Вот у нас есть резкий взлет, потом коррекция, потом снова возврат, появление колена и движение вниз. Вот тот же самый принцип. Резкий взлет, появление колена и дальнейшее движение вниз. Сейчас может произойти то же самое, но мы пока что находимся в моменте. Мы пробили этот уровень, выше уровней уже нет. То есть они где-то там с историей находятся очень далеко. Лучше туда не лезть. Если будем лезть слишком далеко в историю, вполне вероятно, что это уже никого, так сказать, не привлекает. И, так сказать, у покупателей и продавцов на это уже давным-давно не стоит. Поэтому здесь проще следить за рынком и как он себя покажет. Если у нас будет серьезная коррекция, то мы должны смотреть, как рынок будет реагировать вот здесь на уровень. Сейчас мы видим, что рынок двигается в обратную сторону. И вот нам важно смотреть, как рынок будет на это реагировать. Да, и вот здесь можем выходить из позиции, потому что рынок не смог закрепиться за этим уровнем. Здесь мы можем смело выходить из позиции. Давайте я дотяну, чтобы понять, что мы вышли здесь из позиции. И получается здесь сделка 1.27. 1.27, да, соотношение риска к прибыли 1.27. На самом деле я выходил гораздо раньше. Я опасался, ну, если мы сейчас снова откроем, где я выходил гораздо раньше. Я выходил вот здесь. Почему? Потому что если мы сейчас с вами откроем то же самое 15 минут и обратим внимание, у нас рынок дико выстрелил. Прям на $2500. Это очень много для этого инструмента, для разовой, грубо говоря, разового взлета. Я ожидал глубокой коррекции. Опять же, есть ряд специфических условий. Пока вы начинающий, для вас их нет. Пока вы начинающий, следите просто за тем, как рынок будет двигаться, да. Но тут здесь есть ряд специфических условий, которые указывают на то, что у нас рынок будет дальше идти вниз. В частности, указывает вот это мощное движение. Это означает, что здесь происходили очень мощные фиксации наверху. И даже несмотря на то, что здесь появился вот этот вот паттерн, про который мы говорили, он, опять-таки, паттерн воспринимаем мы все только в контексте. Здесь контекст был такой, что у нас рынок двигается вниз. Поэтому я здесь покрыл часть, и потом после ложного пробоя наверх здесь покрыл часть. Кстати, обратите внимание, как рынок доходил до уровней, и каждый раз он что-то делал на уровнях. То есть уровни, они работают, и если вы правильно научитесь их строить, они действительно вам будут хлеб с маслом давать, это 100%. Давайте мы сейчас еще раз все повторим. Повторим, как это все работает. Во-первых, используем несколько временных интервалов. Используем часовик для определения направления. И также используем 15 минут в случае, если это такая среднесрочная торговля.
внутридневная торговля для определения точки входа. На большом таймфрейме рисуем области, уровни поддержки и сопротивления. Ждем движения рынка, то есть либо замедление, либо ускорение, либо пробой. В нашем случае произошел пробой с последующим откатом в обратную сторону. Находим триггер, то есть находим место, где у нас был перехват инициативы. Ну и ставим стоп-приказ и ставим тейк. Я, наверное, ничего в интернете проще не видел. То есть это вот самое простое объяснение, которое, в принципе, можно дать. Без всяких ордер-блок, там блоки заказа, куча сложных терминов и так далее. Вот самое простое. Покупатели, продавцы, попытайтесь понять так. Поймете, для вас уже там будут и ордер-блоки, и все остальное. Пока что попытайтесь понять хотя бы вот базовое, элементарное. Есть TradingView, просто-напросто подписку Pro купите в TradingView, и здесь есть симулятор, можете его гонять и, в принципе, использовать довольно неплохо. Правда, подписка Pro, я даже не знаю, где сейчас, как вы сможете оплатить. Можно использовать просто предоплаченные карты, правда, курс будет конский, но в среднем я покупаю предоплаченные карты, получается $1 стоит 100 рублей. Разных и много есть сервисов, главное не нарвитесь на мошенников. Если напишите в комментариях, я вам скину ресурс, который сам пользуюсь. Просто не хочется бесплатно рекламировать. А вот чтобы мне хотелось бесплатно порекламировать, так это свое обучение, с помощью которого вы будете торговать, по сути дела, и подойдете к трейдингу системно. Важно понимать, что вот эти видео, которые вы смотрите, и в целом семинары, которые вы смотрите, материалы, которые вы смотрите, они не принесут вам никакого результата, потому что вы должны подходить к трейдингу системно. То есть у вас должна быть системная работа, системное обучение. Вы должны знать, что такое стоп-приказ, как вообще сводятся ордера, что есть покупатели и продавцы, что их существует не просто покупатели и продавцы, а что в рынках существует 4 участника рынка, 2 покупателя, 2 продавца. Это тоже нужно учитывать. И все это нужно, конечно, учитывать. И все это нужно отразить в вашей торговой системе. Если вы этого не сделаете, вам будет туговато. И вместо того, чтобы тратить огромное количество времени на изучение этих материалов, на самостоятельную торговлю, скажем откровенно, терять деньги в пустоту и платить за свое самообучение, потому что самообучение — это самое дорогое обучение на самом деле. Я рекомендую вам пройти мое обучение. Вы один раз заплатите, получите рабочие методы, рабочие стратегии, которые позволят вам зарабатывать. Они мне позволяют зарабатывать. Позволяют зарабатывать моим студентам. И знаете, у нас есть такие студенты, иной раз думаешь, господи, вообще что-то тут забыл. И даже у них получается, понимаете? Если у них получается, то у вас, я думаю, 100% получится. Ну реально, 100% получится, потому что это тренируемый навык, здесь нет ничего сложного. Ну и вы меня спросите, а какие гарантии, да? Я вам скажу, мало того, что у вас есть юридические гарантии, то есть это договор оферта, чек, у нас есть лицензия на образование. Также я отвечаю перед вами, грубо говоря, своей репутацией. Бог с ним, с репутацией. Вот давайте так, на чистоту. 8 лет мы обучаем трейдеров, 8 лет мы этим занимаемся. Уже давным-давно известно, где я живу, то есть мой публичный адрес, где я непосредственно живу, известен, номер телефона известен. Я не скрываюсь в Дубае, понимаете, или там не бегаю по заграницам, я живу здесь, в России. На меня не заведено куча уголовных дел и так далее. Никто мне морду не набил. Все это на протяжении такого количества времени. Это железобетонный аргумент, что мы занимаемся правильными вещами, никого не кидаем, что это не скам какой-нибудь, и что вы получаете правильные знания, которые направлены непосредственно на то, чтобы вы зарабатывали и так далее. Потому что я смотрю на своих конкурентов, которые все по Дубаям сидят, и они там не просто так сидят, понимаете? Не потому что они такие богатые, а потому что они скрываются от органов правопорядка. Поехали в Дубай скрываться. Я таким не занимаюсь, поэтому если бы это был бы какой-то скам, будьте уверены, за эти 8 лет обязательно мне бы голову открутили. Это такая сфера. Все находится в описании, перейдите, ознакомьтесь, начинайте втягиваться в процесс, начинайте зарабатывать, так же, как мы все зарабатываем. Сейчас просто идеальная возможность для заработка. Не сейчас будете зарабатывать, тогда я даже не знаю, когда вы будете зарабатывать, потому что сейчас просто идеальное время для этого. Вам очень повезло, что вы нашли это время, что вы и нашли это видео, вам дико повезло, что вы начинаете сейчас. Когда вы станете трейдером, когда у вас появится много опыта, вы будете понимать, что вам реально дико сейчас повезло, что вы начинаете именно сейчас. Не год позже, не год раньше, а вот именно сейчас вам очень в этом повезло. Зарабатывайте счастливо, не упускайте свой шанс.